Привет всем! Спасибо, что зашли ко мне в гости на канал. Вы на бьюти-канале про косметику, красоту, моду, в общем, все, что связано с бьюти-темой. В этом видео я подобрала для вас идеальнейшую подборку парфюма ароматов для летнего жаркого периода. И, конечно же, я надеюсь, что с помощью этого видео каждый сможет подобрать свой идеальный вариант. Потому что здесь я рассказываю как о супер свежих, освежающих, зеленых, цветочных ароматах, так и о супер сладких, конфетных или же, например, вечерних в стиле несменной классики Шанель. Ну что ж, друзья мои, приятного вам всем просмотра! Один из моих самых любимых ароматов на протяжении 15 лет. Просто несменный фаворит. Здесь интересная, хорошая и суперкачественная упаковка из плотного пластика, выглядящего как стекло, в котором можно, так как и есть, в принципе, хранить сам парфюм. Сам аромат представляет собой сочетание цветочных нот, свежести и зелени. Лично, по моему мнению, этот аромат подходит для любого возраста и на любой период времени года. Но на весенне-летний период это будет идеальнейший выбор. Этот аромат является одним из самых популярных и продаваемых данного бренда. И поэтому уже более 20 лет не теряет своей популярности. В свою очередь скажу, что у меня случилась любовь с первого взгляда с этим ароматом. Также этот аромат любят все мои знакомые, всегда были просто в восторге от него. Лично я не знаю ни одного человека, которому бы не нравился этот шикарный аромат. Поэтому могу со спокойной душой рекомендовать его всем. Единственное, но должна сказать, что этот аромат, он не самый стойкий. Это не самый стойкий парфюм в моей жизни. На мне он держится примерно около 4 часов. Следующая классика среди ароматов, которая идеально подходит на весенне-летний период, это Versace Bright Crystal. Помимо аромата я впервые попробовала еще и дезодорант из этой же линии. Имеет очень приятную и качественную упаковку с защитным колпачком. Само средство отлично держит потовые выделения в течение дня и не позволяет проявляться неприятному запаху. Ну и судя по названию, как вы сами смогли уже догадаться, имеет тот же самый аромат, что и туалетная вода. Мне кажется, это будет идеальный набор для лета. Что касается туалетной воды, у нее красивая нежно-розовая с серебряным упаковочка, внутри с защитным плотным картоном, очень роскошно и элегантно выглядит флакон у этого аромата и крышка, которая сделана в виде драгоценного бриллианта с эмблемой Versace. Я покупала этот аромат осенью 2024 года. В это время вышел парфюм с этим же ароматом, но более стойким, чем моя версия туалетной воды. И в самом аромате есть небольшие отличия. Что касается моей туалетной воды, как я понимаю, это аромат с 2006 года, очень легкий, летний и нежный. Верхние ноты здесь юзу и гранат, в сердце магнолия, лотос пион, базовые ноты мускус амбра. Я бы назвала его как роскошный цветочный свежий аромат с чувственными оттенками. Сам бренд сообщает, что этот аромат создан для уверенной и сильной женщины, однако чувственной и нежной. На мне он держится примерно от 2 до 3 часов, то есть это не очень стойкий парфюм. Следующий аромат Miracle от Lancôme. Абсолютно новый. Открываю при вас видео. Красивая малиновая упаковка с сатиновым отливом. У меня объем 30 мл. Производитель Париж, Франция. Внутри коробочки есть защитный дополнительный твердый картон. Сам флакон парфюма выполнен без каких-либо излишеств, но при этом выглядящий элегантно. Крышка сделана из плотного серебряного пластика снаружи, а внутри черного. Также на самой крышечке и дозаторе есть логотип и название бренда. Что касается самого аромата, верхние ноты здесь личи и фрезия, средние магнолия, перец, имбирь, мандарин и жасмин. Базовые ноты жасмин, мускус и амбра. Принадлежит группе цветочные. Был выпущен в 2000 году. Один из самых любимых ароматов моей мамы. С ней у нас немножко разные предпочтения в ароматах, но этот аромат мне нравится так же сильно, как и ей. Слегка, на мой вкус, тяжеловат, но при этом есть яркие ноты
цветочной, сладкой свежести, я бы так сказала. Очень стойкий аромат с деликатным шлейфом. Это именно тот аромат, который я узнаю просто из тысячи. Реально какая-то просто нестареющая классика на любой случай, которая никогда не надоедает. Летом я люблю его использовать именно для вечернего времени суток. Обязательно обратите на него внимание, те, кто любят более плотный, но не слишком, и при этом с небольшой ноткой свежести. Я вам хочу показать сразу 3 аромата от бренда Sol de Janeiro. Все 3 спрея можно использовать как аромат для тела, так и для волос. Первый и мой самый любимый – это Rio Redens. Принадлежит группе цветочные, выпущен в 2023 году. Верхние ноты – кокосовое молоко и песок, средние – тубероза моя любимая и иланг-иланг. Базовые – ваниль и амбра. Для меня это вкусно пахнущий аромат, который погружает одним нажатием на помпу в тропический фруктовый рай на горячем белом песке. Цветочный, свежий и при этом не приторно-сладкий, с легким шлейфом ванили. Один из самых идеальных ароматов для лета, на мой взгляд. А этот вариант идеально подойдет для тех, кто любит сладкие ванильно-карамельные ароматы. Верхние ноты – фисташки и миндаль, средние – гелиотроп и жасмин, базовые – карамель, ваниль и сандал. А вот аромат под номером Cheirosa 68 подойдет для тех, кто обожает сладкие цветочные ароматы. По моему личному вкусу он не настолько приторно-сладкий, как предыдущий, а наоборот, несмотря на всю его сладость, в нем присутствует стойкий оттенок морской свежести. Выпущен этот вариант миста в 2022 году. Верхние ноты – питахая и личи, средние нотки – жасмин, морские ноты и гибискус. Базовые ноты – ваниль и мускус. Принадлежит группе цветочные фруктовые. Следующие 4 аромата от американских производителей. Я их не выбирала, они мне попались в адвент-календарях от Call Beauty и Sephora. И хорошо, что они мне попались в адвентах, потому что я их точно бы не купила, так как все они стоят каких-то просто сумасшедших денег, даже за такой вот маленький объем. Начнем с первого, и он мне больше всех остальных понравился, потому что у него именно тот аромат, который я больше всего люблю в парфюме. А именно, супер свежий аромат воды с древесной ноты. Производитель заявляет, что этот аромат усиливает запах кожи, который на каждом пахнет по-разному. И лично на мне, да, действительно имеет сразу же после нанесения яркий аромат кожи с пудрово-древесными нотами. Во флаконе и на коже действительно аромат чувствуется по-разному. А в описании этого аромата написано, что он с искрящимся розовым перцем, землистым ирисом и теплой мускусной основой из амброкса и амбретты. Он оставляет ароматное воздействие, которое уникально будет для вас. То есть этот аромат на каждом будет чувствоваться по-разному. Относится к ароматам унисекс. Должна сказать, что совсем не стойкий, максимум на мне держится 1,5 часа. Ощущаю его на себе. Является унисекс, очень спорный, потому что пользователи разделились на 2 лагеря. Это люблю и ненавижу. Первые в нем ощущают сладкий кокос и легкий шлейф тропических растений. Мне же, к сожалению, он совершенно не подошел. Я здесь ощущаю черный перец больше всего, соль и мускус. Это, скажем так, не самые мои любимые ароматы в парфюме. Но на мой вкус больше всего понравится тем, кто любит именно плотные вечерние ароматы. И должна сказать, что это очень довольно такой вот стойкий аромат. Следующий у нас парфюм от бренда Milk Plus, также, как и предыдущие, относится к ароматам унисекс. Он принадлежит группе Восточные древесные, выпущен в 2021 году. Верхние ноты здесь маршмеллоу и молоко, средний экстракт белого кедра и мускус. Базовые ноты, древесные ноты и амбра. Лично по моим ощущениям это довольно такой приторно-сладковатый аромат с четким древесным оттенком, очень хорошо, долго такой держащийся, стойкий парфюм. На видео у нас это миниатюра от нидерландского бренда. Также унисекс, как и предыдущие ароматы, выпущен в 2021 году. Тип аромата, получается, это у нас древесный, начальная нота калабрийский бергамот, нота сердца кашемир, перец, конечная нота белый янтарь.
этот аромат мне понравился, конечно, намного больше, чем предыдущие два. Я бы его описала следующим образом, что это роскошный, томный, пудровый аромат дорогой девушки, плюс ассоциация свежей такой вот чистоты после прохладного душа. Очень сексуальный аромат, но в то же время уютный, довольно стойкий. А теперь парфюм от знаменитой Huda Beauty, который называется Каяли. У меня почему-то сразу ассоциация с Кайли Дженнер. Не знаю почему так. Он принадлежит к группе цветочные, фруктовые, сладкие и восточные. Выпущен в 2023 году. Верхние ноты здесь фисташки, мороженое, бергамот, лесной орех, ром и кардамон. Средние ноты ландыш, груша, жасмин, пион, герань, белый персик и малина. Базовые ноты взбитые сливки, маршмеллоу, сахарная вата, бобы, тонко, лукум, сандал, какао и кедр. Столько много всего намешано, довольно интересные, скажем, такие ноты, да, у этого аромата. Ну и как вы смогли уже представить из всего вышесказанного, это очень супер сладкий, приторный аромат. И несмотря на всю его сладость, сначала он мне даже понравился, хоть я и абсолютно не любитель супер сладких ароматов. Но за счет того, что здесь есть нотки цветов, он звучит лично для меня сначала довольно приятно. Сразу после нанесения, сразу же я чувствую больше всего эти интересные ноты восточных сладостей, аромат фисташек с небольшой свежестью цветов. Но к концу дня аромат, и под вечер я ощущаю очень сильный аромат сандала, бергамота и кардамона. А уже на следующий день я ощущаю только лишь кардамон. И для меня это не один из моих самых приятных и любимых ароматов. Имела я неосторожность также нанести его на одежду. И вот потом через день моя любимая кофта начала очень сильно источать сильный запах кардамона. И напоминало мне это даже в некоторой степени благовоние от ароматических таких вот палочек, которые мы используем обычно для дома. И, кстати, было очень тяжело избавиться от этого аромата кардамона даже после нескольких стирок. В принципе, на теле он также довольно долго держится, что, могу сказать, даже после душа лично на мне оставались эти восточные сладкие нотки на теле. И плюс я продолжала его ощущать даже в течение всего следующего дня. В общем, ребята мои, вывод такой, что это очень супер стойкий парфюм, хамелеон, меняющий свой аромат. И даже я бы его назвала приставучим, цепким ароматом, от которого потом сложно избавиться. Ну что ж, вот такое количество мы с вами уже успели посмотреть разных ароматов. И напоследок хочу вам показать масляный парфюм с шариковым аппликатором от болгарского производителя. Купила я его в Duty Free в Болгарии. Стоил он очень бюджетно, что-то примерно в пределах 10 евро. И я в полном восторге от него, потому что, во-первых, это аромат настоящей розы, а не химозины какой-то отдаленно напоминающий эту самую розу. И, во-вторых, он хорошо стойкий. На мне держится практически. Плюс это формат масла, а я очень люблю именно для лета масляные духи. Обязательно обратите внимание, если вы так же, как и я, любите аромат натуральной розы. И тем более, если будете в Болгарии. Именно этот вариант больше всего мне понравился, нежели, например, в формате спрея. Вот, в формате спрея как раз таки имел аромат в большей степени химозной розы. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным, информативным. Вы все-таки смогли подобрать для себя какой-то интересный для вас аромат, который будет для вас идеальным вариантом для лета. Обязательно не забудьте поставить пальчик вверх этому видео, особенно если оно вам понравилось. Также оставляйте ваши комментарии, что вы думаете по всему увиденному, услышанному в этом видео. И, конечно же, если у вас есть друзья, которые тоже очень интересуются бьюти-темой, парфюмами, обязательно поделитесь этим видео с вашими друзьями, подругами. Но я на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока!